Мы не первый раз такое слышим на типированиях, и это очень забавно. Люди, это нормально. Это нормально, но это забавно. Люди этических типов. Вот у нас есть вопрос там. Вопрос у нас в соционической анкете есть, что, например, вот вы попали в недружелюбный коллектив, что будете делать, какая у вас будет реакция, какие будут действия. Вопрос там может раскрыть самые разные функции в зависимости от того, что у человека сильное. Вот. И мы слышим уже много раз от людей этических типов, что у меня бы там вообще, если бы я был руководителем, да, это про руководителя вопрос. Да. То есть, если бы вы были руководителем, там, что бы вы там сделали, у меня в моем коллективе никогда не было бы любимчиков, интриг, сплетен и вот этого всего. И ко всем нужно относиться одинаково. Не должно быть вот никакого, что вот этот поближе, вот этот подальше, это все фу-фу-фу. И рассказывают это иногда этики, и это очень забавно. И это очень забавно. Внимание, вопрос, почему? Как вы думаете? Вот, ну, объективно существуют такие феномены? Существуют. Я думаю, все с этим сталкивались, все это видели, где бы они там, в каких бы коллективах ни работали. Справедливый Сталин. Да. Ну, это тоже... Это такой крайний пример. Это крайний пример, да. Но есть варианты помягче, которые сплошь и рядом существуют. Потому что unreal. Потому что, во-первых, вот в коллективе, когда присутствуют всякие вот эти интриги, сплетни, любимчики, перетягивание кого-то на какую-то на свою сторону, этим чаще всего занимаются как раз-таки этики. Это во-первых. Потому что у логиков они вообще не особо шарят в этих вопросах. У них интриги получаются очень дурацкими или они очень сильно заметны этикам. Ну, либо это будут интриги больше с логики какие-то, если там нужно как-то ответить. Ну, либо это может быть что-то такая манипуляция, очень такая примитивная. Вот, потому что этик может сманипулировать так, что вы даже не поняли, не поймете, что с вами это самое произошло. Вот, у логиков инструментарий гораздо хуже. И логики, они в этих вещах не шарят, и это очень часто проходит мимо них. То есть они стремятся, допустим, регламентировать какие-то взаимоотношения в коллективе или как-то жестко все поделить на какие-нибудь отделы, вот, чтобы вообще свести это все к минимуму. А у этиков наоборот, все, что касается взаимоотношений людей, реакции, симпатии, антипатии, дружбы, вражды и всякой такой фигни, против кого дружить, это сфера реализации. Это то, чем занимается сильная функция. И, сплетни, которые никто не любит, которые чаще всего осуждают, что это очень плохо, этим занимаются чаще всего этики с высокими эмоциями. И особенно белые этики. Да. Особенно, потому что там про отношения, и там вы никуда от этого не уйдете, это ваша основная история, это основная информация, которую люди воспринимают, и это та сфера, в которой вам легче всего вообще как-то манипулировать, как-то действовать и как-то влиять на ситуацию, именно этическая сфера. И это интересно, больше всего именно в этом интереса. То есть, если мы возьмем какую-нибудь работу, такая, которая условно такая, логическая или не связанная с коммуникацией с людьми, не знаю, там бухгалтерия. Вот бухгалтерия, там ничего интересного нет, кроме того, чтобы считать цифры, сводить баланс и начислять там зарплату, например, да. И вот представьте, там сидит энное количество сотрудников или сотрудниц этических типов. И вот они бухгалтерия. Как вы думаете, насколько им интересно заниматься бухгалтерией? Полностью вкладывать душу в это занятие. Эти цифры, я так люблю цифры, отчеты, трындеж. Наверняка все видели бухгалтерию, в которую там приходишь, а там они вот тут сидят чаечек пьют, там кофеечек, там они покурить вышли. Бывает такое. Обсуждают начальника, его секретаршу. И все эти этические игры, они могут, конечно, доводиться до абсурда и превращаться во что-то такое, что мешает работе. Но может находиться и на каком-то приемлемом уровне, и наоборот даже работе помогать, потому что в коллектив, в котором как-то отлажены отношения, когда есть дружный коллектив, он будет работать лучше, будет работать успешнее, будет работать эффективнее. И, в принципе, этик, если он является руководителем в коллективе или даже не руководителем, он может как-то этому поспособствовать. Да. Поэтому... Но он может не только этому поспособствовать, потому что этика – это же широкая очень штука. То есть он может как сдружить, сплотить и наладить атмосферу, так и разругать, разделить, рассорить, еще всех настроить против кого-нибудь, чтобы кого-нибудь подсидеть, чтобы очень так это хорошо оказаться на его позиции. Это правда жизни, в этом нет осуждения, мы ни на что не жалуемся, никого не порицаем, просто так случается. И если такое случается, то именно этики проворачивают такие интриги. Это, кстати, очень полезно вообще, в принципе, вот особенно в каких-нибудь властных интригах, дворцовые перевороты, кто с кем против кого. Сильная этика, мне кажется, она вот в средние века она была особенно нужна, чтобы выжить. Да. Если ты грамотно дружишь с кем надо и вовремя
просчитываешь, с кем надо дружить, чтобы остаться живым, например, то этика просто она может спасать. Поэтому нафига эти ваши отношения, если можно просто прописать взаимодействие в правилах поведения на работе, ага, и все такие кинулись их соблюдать. Ну да, то есть это можно сделать только каким-то жестким методом, когда, в принципе, у сотрудников не предусмотрено большого количества свободного времени на communication. Ну вот не знаю, там вот Тинькофф банк, например, да, то есть там сотрудников нанимают, и там у них тотальный контроль. Как только человек находится на рабочем месте, полностью все записывается, все прослушивается, чем он занимается. И у него нету, в принципе, свободного времени на то, чтобы там вязать шарфик или там за чаечком болтать, еще что-нибудь такое. То есть все какие-то неформальную коммуникацию можно вынести там на кухню или еще куда-нибудь, когда они там ходят обедать. Но это просто как пример. То есть можно достаточно жесткую сделать дисциплину, где общение между сотрудниками, оно, в принципе, не в рамках работы, оно не нужно. И для этого создаются всякие, например, там тимбилдинги, выезды на природу какие-нибудь корпоративные. То есть вот там вот это все происходит, а не во время работы. То есть можно это минимизировать, вот этот этический фактор. Поэтому, возвращаясь к изначальному тезису, что этики, когда они говорят, что я ненавижу интриганство, и что вот все вот эти сплетни, ну, в лучшем случае человек действительно к таким каким-то негативным проявлениям относится плохо и постарается их как-то минимизировать. Но это почти нереально. Да, я, кстати, замечала, вот у меня были наблюдения за всякими руководителями, которые были, например, гамийские этики, и они тоже, то есть они были такого склада, что они могли бы заявлять что-нибудь такое, что я не люблю сплетни, интриги, они действительно этого не делали, но в руководстве у них все равно, то есть они стараются быть объективными максимально смотреть, а что человек делает, а как он делает, как он подходит к своей деятельности, к своей работе, то есть могут действительно делать акцент на это, но, любимчики и нелюбимчики у них все равно есть, и все равно с любимчиками они будут более приветливыми, да. Они там будут больше внимания им уделять, где-нибудь подсобят, просто потому что это человек более симпатичен, все равно вот эта тема, она все равно есть. Даже если человек ее так это делает, это максимально типа непредвзято и максимально аккуратно и максимально объективно, все равно от этого никуда не деться, но это, естественно, нельзя сказать, что это прям что-то плохое и ужасное. То есть, как бы не пытался быть этик абсолютно объективным, но это, в принципе, нормально, мы как бы живые, эти самые зверушки все. Да. Вот, мне вспоминается какой-то один из функционеров из близкого окружения Сталина, к которому Сталин был почему-то чрезвычайно почтителен, называл его по имени-отчеству, предлагал ему чай и вообще очень странно себя вел в сравнении со всеми остальными, с кем он вообще не сюсюкался ни разу. И что, он его даже не убил потом? По-моему, нет. Во время Великой Отечественной войны он был одним из высших вот этих вот специалистов по военным делам. Я уже не помню, кто именно. Говорят, одна знакомая рассказала однажды, не люблю сплетни, и сразу же рассказала о личной жизни всех знакомых. Ну, вот это вот оно, да, это вот оно и есть. Ну, это нормально. Да.